Надеюсь, доживу до утра. Dark Ghost. Всем привет, друзья! Почему меня так долго не было? Всю зиму я был увлечен поиском информации об этом месте. Когда-то здесь кипела жизнь, но теперь это место проклято. Местные жители соседних сел обходят эту деревню стороной. Старики соседних деревень рассказывают, что глубоко под землей скрывается сеть подземных туннелей. Это не просто подвалы, это лабиринты, идущие в ритуальные комнаты, где ведьмы со всех округ проводили свои черные обряды, взывая к миру мертвых. Никто из деревенских не смог туда спуститься. Легенда гласит, что каждый, кто переступит порог той обители, найдет там свою гибель. Действительно ли там обитает древнее зло, или это всего лишь старые сказки? Сегодня я приехал, чтобы стать первым, кто спустится вниз и вернется назад. Сейчас я расскажу историю про группу поисковиков, которая печально-трагически пыталась туда пробраться, но у них ничего не получилось. Много лет назад, еще до того, как эта деревня окончательно опустела, группа смельчаков решили бросить вызов легенде. Они знали, где находится один из входов, и начали копать. Спустя несколько дней тяжелой работы их лопаты звякнули об камень. Оказалось, что проход был не просто засыпан, он был запечатан мощной старинной кирпичной кладкой. Казалось, цель близка – разбить кладку, и тайна раскрыта. И вот тут начинается самое жуткое. Поисковики разбили лагерь неподалеку. Ночью лагерь погрузился в сон, но один из дозорных проснулся от странного звука. Сухого шелестящего шороха, который шел из леса. Когда он посветил фонариком ту сторону раскопа, он застыл от ужаса. Испуганный дозорный начал будить остальных. Тихо, слышите? В этот момент из темноты со стороны заброшенной деревни послышался тихий старческий смех, переходящий в монотонное вибрирующее пение на непонятном наречии. Легенды говорят, что это были хранительницы, духи тех самых ведьм, чьи ритуалы были потревожены. Они не нападали, они просто стояли на границе света фонарей, несколько темных сгорбленных фигур в лохмотьях, которые были видны лишь мгновениями. Но этого было достаточно. Поисковики, охваченным первобытным страхом, бежали оттуда. Но самое жуткое выяснилось позже, когда я общался с одним из тех, кто был той ночью. По рассказам человека из той экспедиции, когда они покидали лагерь, он увидел те фигуры, что стояли на краю леса. Вместо лиц гладкая натянутая кожа, под которой что-то шевелилось, будто бы тысячи червей пытались выбраться наружу. Эти существа не просто охраняли вход, они кормились страхом тех, кто пришел потревожить покой ритуальных залов. Кладка-то и осталась нетронутой. Ее потом закопали, ну а я хочу докопаться до истины. И что скрыто в этом подземелье? Или кто скрыт? Вот, друзья, это место, где поисковики копали, та группа, его закопали. Вот даже видно бугорок, давно еще закопали. Но когда я сюда пришел, я увидел здесь лом, и что кто-то что-то пытался здесь копать. Я не знаю, что здесь. Но это именно то место. И как говорили, что здесь кирпичная кладка.
попробовать продолбить эту кладку и опустить туда камеру, если смогу. Я не знаю, как эту стену пробить. Возможно, придется копать. Копать здесь, я так понимаю, немало. Но у меня есть план Б. Здесь неподалеку есть пруд, в котором якобы тоже есть ход в эти подземелья. Если я пробью дыру и уже полностью выкопать этот проход, тогда, ну, чтобы мне в него спуститься. Но не знаю, смогу ли я. Кто здесь? Кто здесь? Очень странно сейчас. Такое ощущение, будто бы здесь вообще вокруг кто-то ходит. Все это одновременно. Тут кошка. Так, вот я здесь разместился, поставил палатку. И там по звуку сейчас что-то крепкое, походу кирпичи. Но я еще немножко продолблю, потому что уже лом ниже стал. Он был вот так. И попробую опустить туда камеру. Посмотрю, что там. Так, меня видно. Что-то, мне кажется, немножко загрязнилось. Вообще ничего не видно. Ничего там было не видно, к сожалению. Лают собаки в соседней деревне. И вот, я не понимаю, кто это орет. Коты. Слышно вам или нет, не знаю. Ладно, пошел я в палатку. Так, все, я сейчас в палатке. Отключил микрофон, чтобы было слышно все эти крики вокруг. Ну тут лай собак в соседней деревне, а вот крик
Вроде как кошачий. Но что-то очень-очень слишком громко. И уже долго. Я пока лягу. Мне кажется, это не кошка. Но это что-то слишком. И тем более так долго. Сейчас. Это за речкой, там дома, пару домов, вот собаки лают. Но вот эти визги, мне кажется, они, камера. Мне кажется, они на этой стороне. Звук колокольчика.
Все, есть. Пойду проверю, что там. Что это? Это череп. Ветки. Вот тут этот звук был. Камера не видит, здесь просто все в тумане. Весь лес. Вокруг палатки. Я, наверное, установлю там камеру ночную сейчас. Если что будет, я это вставлю в видео. И сейчас там горит свет. Но дело в том, что я никого не вижу, чтобы кто-то ходил.
Поставлю ночную камеру. О, здесь очень жутко. Особенно вот эти все звуки непонятные, шептания. Сначала были крики, кошачьи крики. Потом вот этот колокольчик, шепот. И шаги. Были слышны шаги. Но больше всего вопрос, что это за череп? Что это за череп и колокольчик? Ну, жильцы, я думаю, соседней деревни не стали бы заниматься такой ерундой и идти сюда, через речку, чтобы напугать меня. Но я думаю, смысла нет ночью. В общем, подожду до завтра, попытаюсь пробиться дальше. Если не получится, то мне придется применять план Б, брать свой гидрокостюм, баллон кислородный и нырять в этот пруд. Все. Всем пока. Надеюсь, доживу до утра. Если что-то будет, я включусь. Итак, друзья, я поспал пару часов. Вот, что я обнаружил. И ночная камера валяется. В общем, сейчас побил, и оттуда пошла вода. Сейчас буду подготавливать камеру и спускать вниз маленькую камеру. Так, друзья, камеру подготовил. Сейчас буду спускать ее под воду. Так, я сейчас быстро просмотрел снятый материал. Там я понял, что затопленное помещение. Мне нужно переходить к плану Б.
брать гидрокостюм, баллон с кислородом, нырять в тот пруд и искать вход. Вот этот пруд. Если найду вход, то включусь. Вот именно вот в этот момент я очень сильно испугался. Я не знал, вот плыть в эту неизвестность было реально страшно. Да, я какое-то время блуждал по этим затопленным коридорам, но я хотел максимально осмотреть это помещение, потому что воздуха у меня было не так уж много. После того, как я вынырнул и обнаружил, что в каких-то промежутках в коридорах нет воды, я пошел по этой суше. Коридор может, метров 10. Я прошелся по этому коридору, и в конце коридора я увидел нечто. Вот этот момент, друзья, я запомню на всю жизнь. Охуеть. Ну вот, сейчас и начнется. Первым, что у меня выключился, это надкамерный фонарик, который я держал в левой руке. Позже уже выключился фонарик основной, и уже потом выключилась камера. Все, тишина, мертвая тишина и темнота. Хорошо, что со мной был специальный фаер, он был единственный. Я нашел проход и выбрался оттуда. И вот как раз, когда я уже вылезал на берег, я включил камеру. Так, я не понимаю, откуда эта кровь. То ли от этой мумии. Не знаю, правильно я сделал то, что я с собой взял.